Привет! С вами Арсений Михальченко и Фотон Фотоныч. Сегодня мы с вами будем говорить об экспозиции. Экспозиция, кроме того, что это умное слово, которое сразу же выдает в вас фотографа, это количество света, которое попадает на матрицу вашего фотоаппарата. Как же оно влияет на вашу фотографию? Больше света, и ваша фотография становится светлее. Меньше света, и ваша фотография будет темнее, чем нужно. Нам нужно получить именно то количество света, которое вы хотите. Отмерить свет можно тремя способами. Первый способ — с помощью выдержки или времени, в течение которого свет будет поступать на матрицу вашего фотоаппарата. Второй способ — с помощью диафрагмы или площади отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Третий способ — с помощью чувствительности самой матрицы. Давайте разберем каждый из этих способов. Первое — это выдержка. Выдержкой вы контролируете время, в течение которого свет попадает на матрицу, и движение в кадре. Чем длиннее выдержка, тем более размытым получится любое движение в кадре. И наоборот, чем выдержка короче, тем лучше вы остановите любой движущийся предмет. В большинстве случаев вы будете встречать выдержку, измеряемую долями секунды. 1/15, 1/60, 1/1000. Это значит, что в течение этого времени свет падает на матрицу вашего фотоаппарата. Важно! На дисплее выдержка обычно обозначается дробью 1 делить на число. Поэтому чем большее число в знаменателе, тем выдержка короче. Второе — это диафрагма. Диафрагма — это площадь отверстия, через которое проходит свет. Вы можете спросить, для чего нужны разные значения диафрагмы. Кроме того, что диафрагма дозирует свет для экспозиции, она отвечает за глубину резкости. Диафрагма обозначается латинской буквой F и числом. Чем больше это число, тем более закрытая диафрагма, тем меньше света дойдет до матрицы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем глубина резкости больше. И наоборот, чем отверстие диафрагмы больше, тем глубина резкости меньше. Важно! На дисплее фотоаппарата диафрагма обычно обозначается одним числом. Запомните, что чем больше это число, тем глубина резкости будет больше. Третье — это светочувствительность самой матрицы. На вашем фотоаппарате она обозначается латинскими буквами ISO и числом. Чем выше это число, тем меньшее количество света фотоаппарату нужно для создания изображения. С повышением чувствительности вашей матрицы возрастают и цифровые шумы. Поэтому мы рекомендуем держать значение ISO на минимальных значениях. Когда вы снимаете в автоматическом режиме, камера решает за вас, какая нужна экспозиция. Но далеко не всегда эта экспозиция подходит вам. В ручном режиме вы можете влиять на все параметры экспозиции и получить нужный результат. Запомните, если на шкале экспозиции указатель слева от центра, то это говорит о том, что света слишком мало. Фотография недоэкспонирована и получится темнее, чем надо. Если же указатель правее центра, то это значит, что света больше, чем нужно. Центральное положение индикатора не всегда даст вам идеальную экспозицию, но в большинстве случаев оно будет обеспечивать хороший результат. Хотите больше узнать о выдержке, диафрагме и светочувствительности? Смотрите другие ролики от Арсения и Фотон Фотоныча. Пока!